Всем привет, на связи Джексон Геймер, это рубрика «Железный подарок» Forza Horizon 5. Для тех, кто здесь впервые, я объясняю правила. Для тех, кто здесь не впервые, перематывайте на этот тайминг. Первое, мы выбиваем тачку, любую из вилспина, почти любую, исключением служат только лишь подготовленные тачки, типа Формула Дрифт, оффроуд гонки или баги. Второе, мы тюнингуем внешне. Третье, тюнингуем внутренне. Четвертое, придумываем дизайн и оклеиваем тачку. Пятое, тестируем. Шестое, дарим случайному игроку. Надеюсь, это было не слишком быстро, и все поняли. Мы начинаем. Прошлая серия получилась одна из самых худших. Надеюсь, в этой исправимся. Опа, Сильвия. Интересно, посмотрим, что можно с ней сделать. Ну и по традиции начинаем с внешнего тюнинга. Смотрим, есть ли обвесы. Есть обвесы. Это, кстати, Rocket Bunny. Слушай, может сделать Rocket Bunny на нее? А что у нас есть из стока? В смысле, и без обвеса? Ну, такие. Rocket Bunny, наверное, даже смотрится поинтересней. Rocket Bunny все-таки поинтересней смотрится. Ну, спойлером понятно у нас тут дело. Что, мы делаем опять стенс, что ли? Как когда вышли только эти обвесы Rocket Bunny? Слушай, ну давай, почему нет? Почему нет? Сделаем стенс, как и в прошлый раз, но в прошлый раз, кто не смотрел, мы делали под одну дисциплину, а сейчас мы будем делать под гонки. То есть развал у нее точно так же мы сделаем прям максимальный. Но она будет под гонки. Управляться она будет, все нормально. Мы с этим все решили. Это все решаем. Ух ты, посмотри-ка, ё-моё, я не видел, что сзади творится. Слушай, поставить... Ну, блин, здесь, наверное, больше ничего и не смотрится. Какие-то лавочки такие ставить огромные, ну, смысла нет. Вот это, ну, мне кажется, вообще сюда не вписывается. Давай вот это. Хоть мы, опять же, повторюсь, иногда и делаем какое-то мясо непонятное. Так, теперь по внутреннему тюнингу давай. Сразу роторный, гоночный. Шестерка рядная. Ну ладно, давай ротор. У нее А я без понятия. Ну, наверное, ротор, да, у нее по стоку. Я, честно говоря, не знаю. Ставим роторный мотор. Задний привод оставить или так? Давай оставим. Оставим задний привод. Мы сделаем, чтобы цепление было на ней, чтобы ее не кидало. Но при этом оставим задний привод. Это все дело решаемо. Ее можно будет контролировать по заднем приводе. Так, все по максимуму внутренне делаем. Да, единственное, что только подвеску для дрифта ставим. Ну, потому что нам нужно занижение максимальное. Кто смотрел серию про стенс, подсказка выскочит. Можете посмотреть ее. Мы точно так же делали, как мы делали стенс. Там я даже не вырезал настройку. Как я делал эту настройку. Каркас не будем ставить. Так, просто вот усиление, которого не видно в салоне. Снижение массы тоже снижаем ее. Сцепление. Максимальное, гоночное. Смотрим, что тут у нас по трансмиссии. По трансмиссии лучше... Это у нас на сколько? 7, да? 6? Нет, 6, скорее всего.
6 передач. Так, шестиступка. Ну, ну показывай. А, ну, наверное, шестиступка, раз не показывает дальше. Что там у нас? Ну, наверное, шестиступка, я думаю. Вероятно, шестиступка. Так, все по максимуму. Диф у нас гоночный должен быть. Отлично. Шины, диски. Можно полуслики поставить, а можно впервые поставить слики. Чтобы сцепление было побольше. Попробуем, попробуем. Потому что слики вроде как исправили они теперь. Так. Нам главное шире сделать заднюю ось. Потому что нам нужно сцепление на задней оси. У нас задний привод все-таки. Можно немножечко, конечно, еще и расширить шины на передней оси. Вот так, я думаю, хватит. Вот. Диски максимального диаметра. А то это не дело. Мы диски поменяем, естественно. Это сейчас самая долгая будет фаза тюнинга. Так, а мы все сделали? Кроме шин, да, кроме шин больше ничего не осталось. Кроме дисков, вернее. Ну что ж, теперь самая сложная, самая долгая часть. Что может подойти на сливу? Кстати, на сливу может вообще все что угодно подойти, как мне кажется. Посмотри. Хочешь вот эти файвзиги? Прям много спиц, пожалуйста. Хочешь вот эти файвзиги, тоже подходят. Хочешь вот эти файвзиги, тоже подходят. Да АДВшки, пожалуйста, да вы АДВшки тоже подходят. Хоть это, хоть это, хоть это. Слушай, это прям универсальная машина, я и забыл совсем. Это универсальная машина же, действительно. Поэтому, даже не знаю. На вкус и цвет, слушай. Но при этом, мне кажется, прям все что угодно сюда подходит. Ну, разве что, наверное, вот эти как-то так себе. АДВшки вот такие есть. О, какие АДВшки? АДВшки Адван, не слышал никогда. Ну ладно. Вот такие АДВшки подходят. Просто, ну что, ну смотрится же, смотрится. American Racing, да пожалуйста, хоть American Racing, хоть ББС и вообще все что угодно сюда. Слушай, мне вот зашли, наверное, крайние АДВшки вот эти вот. И вот прям в черном цвете, мне кажется, они неплохо смотрятся. Давай их поставим. Вот, и перейдем, получается, к оклейке. Вот у меня сейчас в голове почему-то два цвета сразу же было для сливы. Либо ее синий цвет, такой стоковый, но только металл. Либо такой слегка темновато-зеленый. Давай посмотрим, наверное, сначала стоковый цвет ее. Что-то, ну, что-то похожее попробуем сделать, да? Синий такой. Голубовато-синий. Ну, как бы... Давай темно-зеленый все-таки попробуем, да? Кажется, как-то это немножечко... Смотрится, но не так, как хотелось бы. Так, темно-зеленый. Здесь тоже чуть-чуть цвет темнее делаем. А может быть металлик нафиг? Ну зачем мне металлик? Давай глянец попробуем. Давай попробуем глянец. Глянцевый. Глянцевый, да, мне? Так. И потихоньку. Или все-таки не глянцевый? Или сделать двухцвет? Слушай, я уже даже не знаю. Давай сделаем двухцветный, как он здесь называется, или же, как я его называю, перламутр. О, слушай, а ты посмотри, как она прям смотрится по-другому. Я просто даже не трогал ничего. Мне нравится.
Только единственное, если верить параметрам в затенении, она будет прям зеленая, ярко-зеленая. А вот в осветлении она будет прям темно-зеленая. То есть, если мы встанем в фонарь, то сделаем хуже. Блин, ну не знаю, стоит ли верить этим параметрам или нет. Я хочу все. Вот мне прям приглянулся этот цвет. Все. Ставлю его. Диски мы говорили, что не будем перекрасивать. Да, перекрасивать не будем. Перекрашивать. Вот. Суппорта, как обычно, красим цвет кузова. Здесь у нас все так же. Тонировку. Делаем тонировку, не делаем. Ну, давай сделаем тонировку. Тонировку все-таки, мне кажется, стоит. Сделаем, наверное, чуть-чуть такую темновато-зеленую, чтобы она не слишком выделялась на фоне цвета. Не было однотонной такой картины. А вот прям... Так, посередине давай зеленый. Отлично. Чтобы она такая прям темно-зеленоватая была. Вот такого рода, чтобы смотрелась будто черная, но она на самом деле зеленая. Так, ну, в принципе, и все. Капот, как думаешь, может быть... Ой, подожди, не то. Капот, может быть, стоит карбон покрасить. Карбоном обтянуть. Ну, не, мне кажется, это как-то уже колхозно будет смотреться. Все, окей, переходим к оклейке. I am right, it ain't no breaking me. I am right, it ain't no shaking me. I am right, it ain't no earthquake, it's me. I am right, I am right, I am right, it ain't no breaking me. I am right, it ain't no shaking me. I am right, that ain't no earthquake, it's me. I am right, I am right, I am right. Criticize me before you try to do me a solid. Take a short walk in my shoes, my boots, my kicks, my flip-flops, whatever. I done seen rain and I ain't just talking weather. But I'm a survivor. Shame on you if you thought I would ever leave. I'ma be right there where the legends be. I am unbreakable, I'm rock, I am never weak. Nah, I feel weak sometimes, but you'll never see. I'm going through one of the roughest times of my entire life right now. Still I got a slight smile, knowing it's gonna be better days like Tupac said. And we gon' make it like even them two locks said. Who not better about something? Life's about struggling and overcoming your shortcomings, not about huffing and puffing. Вот такой у меня винил вышел, минималистичный, мне кажется, вполне себе под стрит-трейсинг подходит. Больше всего времени, конечно, потратил я вот на вот эту вот иконку. Да. Но вам оценивать. Но мы переходим к гонке. Выбрал я следующую трассу и посмотрим, на что способна наша слива. Кёнигсик против нас, конечно, оппоненты слишком мощные. Слишком мощные. Так, тихо, в поворот входим, аккуратно. Ну, задний привод все-таки как-то так. Цепляться она сразу не хочет. Но учитывая, какие противники, держится она неплохо. Хотя у нас там Ford Fiesta, я так смотрю, да, или Focus, это не вижу издалека. Ford Fiesta. Дай проехать. Слушай, мы еще обгонять успеваем. Это в трафик врезался, похоже. Да, слушай, мы даже поактивнее можем проходить повороты, чем противники. Так что... Не тормози. Трафик. Слушай, ну неплохо, неплохо. Прям борьба конкретно. Сказать, что эта машина имба, но при этом она может.
может показывать результаты. Вполне себе. И это при том, что мы оставили ее на заднем приводе. Давай, 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 цепляйся, цепляйся, цепляйся. И это при том, что это далеко не гиперкар, суперкар там. Тихо, тихо, вот, блин. Фиеста, твою налево. Вот зачем ты меня в жопу таранишь? Если бы не она, нормально бы прошли поворот. Тихо, трафик. Ну, это слива, понимаешь, да. Даже если подгонки ее хочешь сделать, она все равно будет дрифтить. Даже если под драг захочешь делать. В душе она дрифтер всегда. Тихо, трафик. Слушай, ну это... Гонка тяжело далась, и при всем при этом мы не первые, даже не в тройке. Но машина интересная. Машина интересная получилась. Давай попробуем, дадим ей второй шанс, попробуем какую-нибудь трассу по прямой. Мне кажется, там она себя покажет хорошо. Выбрал я следующую трассу, понимаю, дождь, сам не знаю, как будет она здесь цепляться, но надеюсь, хорошо. Как раз в конце у нас трасса есть, которая будет решать исход всей гонки. Поэтому, надеюсь, она здесь себя проявит. И, надеюсь, хорошо проявит. Второй шанс. Все-таки он такой. Еще бы я вписывался хорошо. Пока мы держимся на последней позиции, но при этом не отстаем сильно от противников, от оппонентов. Я понять не могу, с каких пор боты в Форзе стали так тупить. Почему они так часто стали врезаться в трафик? Немножечко подгазовываю, чтобы не улететь, пока мы не зацепились. Тем более дождь, у нас тут вообще шторм, похоже. Они опять трафик зацепили. Ну, потихоньку, прям плотно ей дается. Эта машина не имба. Может быть, если бы мы сделали полный привод, она бы гораздо легче справлялась. Но все же решили оставить задний привод, поэтому... Так, угу. Чекпоинт пропустил. Забыли, ничего не было. Вот, но ей дается, конечно, сложновато, но, знаете, в этом есть какой-то свой интерес. На заднем приводе слива. Так, снова ошибка. Я в последнее время слишком много ошибок делаю на записи. Что я хотел сказать? Ну, то есть это интересно, слива на большой мощности на заднем приводе. В дождь еще. Так, вот и трасса идет. Это все, это крайняя возможность обогнать всех. Ну да. Дрифт, слива, это там самое то, что нам нужно сейчас. Именно это я от тебя и хотел, слива. Слушай, кстати, по максималке-то она и не... Не, хотя смотри-ка, догоняет. Да, зачем вписываться? Зачем вписываться? Я уже какой раз перематываю назад, чтобы проехать нормально, но...
Я тут, конечно, перебарщиваю со скоростью. Естественно, очевидно, что я не впишусь с такой скоростью-то. Но это первая машина, на которой мы не можем ехать первыми. Просто физически невозможно. Если бы мы сделали ее приводной, 100% пришли бы, но не получается. Но разве интерес к ней пропадает? Я думаю, что нет. На заднем приводе такая мощность. Может быть и есть гонка, в которой она бы смогла выиграть. Ну или просто я еду не очень. Ну и отправляем нашу тачку случайному игроку. Ищем нашу Сильвию. Вот она. Все, отправляем. Кому отправляем? Давай. Кому? Ну вот кому? Мне кажется, более профессиональные игроки справятся, да? Или вот давай новичкам зала славы. Вот представь, да, ты прошел всю сюжетку. В зал славы попал. И получаешь эту тачку. Может быть, кому-нибудь, конечно, и не понравится. Но слушай. Ты уже способен управлять более мощными машинами, более сложными машинами. А значит, с этой ты, ну, должен справиться. Да, давай так. Отправляем... Что тут есть у нас? Поздравляем, вы присоединились к нам в Зале Славы. Получите в подарок одну из моих тачек, да? Машин. Ну да. Кстати, давай. Почему нет? Все, отправляем. Так, игрока. Отправить подарок. Подарок отправлен. Ну а если именно ты получил эту тачку, дай знать мне в комментариях. Мне будет очень интересно. Что же, вот такая тачка у нас получилась. Тебе решать, как она. Винил тоже дай знать в комментариях. Понравился, не понравился. Вот. Спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк. Подписывайся, если не подписан. Делись этим роликом с друзьями. А обязательно ставь, кстати, колокольчик, когда подписываешься. Но спасибо тебе за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.